Да, ребятки, hello, как говорится, приветствую вас в прекрасном Китае. Сегодня у нас обзор по заявкам. Прокатимся на китайском поезде. Да не простом, а самом простом. Это зеленый цвет, пойдемте. Китайский плацкарт. Мы показывали вам разные поезда. Китайские, быстрые, очень быстрые. Это поезд Maglev. Но, ребятки, стоит понимать, что не все в Китае живут супер технологично, пользуются Xiaomi, катаются на электромобилях. Тут есть обычные машины, обычные мотоциклы, обычные квартиры и обычные поезда. Мы находимся в городе Тяньцзинь. Это 140 километров от Пекина, столицы страны. Планируем доехать до Шанхая. И чтобы добраться, паркуются в Китае вот тоже. Бордюры валяются и паркуются как попало. Короче, мы сейчас едем на метро до вокзала Тяньцзиня. На вокзале садимся на электричку до Пекина. А в Пекине у нас через 2 часа после прибытия электрички ночной поезд до Шанхая. Ух, что-то тут подозрительно тихо. Люстра какая в метро. А, стоп, вот. Так это делается. Заходи. Все, осторожно. Она прям шлепает больно. На каждой станции китайского метро досмотр. Представляете, там толпа, когда заходит, человек там 300. Карта метро Тяньцзиня. Да. Деньга, видавшие виды. У меня такой фиг примут потом. Смотри, она все рваная. Нам нужна голубая ветка. 3 юаня стоит билетик в метро. Причем до этого мы ехали, были карточки. А сейчас жетончики. Везде какая-то разная система. А погоди. Это зеленая, нам голубая нужна. Ты понял, что эта станция здесь не отмечена? Нам нужно доехать до сюда, но нашей-то здесь нет. Это как так? Тяньцзинь не самый крупный по китайским меркам город. Так-то здесь 14 миллионов живет. Это типа как Москва, да. Но это не Пекин, не Шанхай, не Гуанчжоу, не Шэньчжэнь. Но даже здесь метро супер технологично. Вот зеленая полоска загорелась, когда поезд стал прибывать. И двойные двери. Видите, народу немного, мало людей. Но даже для этого небольшого количества людей сделали крутое метро. Очень тихое метро. Очень тихо. О, линия 3, точно. Везде полосочки прорисованы. Как выходить, как заходить, где стоять. И это вообще не столица. Мы о городе Тяньцзинь узнали 3 дня назад, что он вообще существует, такой город. Нифига, тут все голубое, смотри. Там зеленое было, а здесь все в голубых тонах. Надо новый билет покупать. Блин, столько заморочек. Что-то поругался. Переход по улице. Вот это прическа, зацените. Ого, розовая Тесла. Вау! Лепота. Нью-Йорк прям. Тут уже одеялко поплотнее висит. Смотри, какое. Зимнее повесили. Так это что, надо билет покупать еще один, получается? Куда? Сюда или сюда? Banknote in. Это карта. Чувак, она не работает. А, блин, вот, все, PNCash, все. Не принял, прикинь. No change? Иди ты нафиг. Реально 10 минут покупали билет. Пойдем. Погоди, что продают? Цветы, морковку продают, кокосик вот можно купить в метро, паштет, какой-то розовый тут все. Народу прибавилось. Всегда есть такая барышня, которая вот так стоит и ей пофигу на все. Блин, ну тут и расстояние, ну и масштабы. Railway entrance. Оно. Нихао. 车票还没买呢，是用这个号买的吗？ Окей, си-си. Ура! Наш поезд на табло. Хороший знак. Это электричка. Электричка до Пекина, и из Пекина уже ночной поезд. Есть хочешь? Вон Starbucks есть. Пойдем чайку попьем. Ребятки, 55 секунд. Рекламная пауза. И садимся на электричку. Ребятушки, меньше недели до Нового года. Успели купить подарки? Нет? Тогда внимание сюда. Прямо сейчас у компании Tecno скидки на все смартфоны из всех линеек. Например, недорогие Spark, дешевле 10 тысяч, кстати. Есть симпатичные Povo и Camon. Вы можете взять Povo Neo 3 с аккумулятором 7000 мАч за 11 990, а камерафон Camon 20 Premier за 33 990. Но лучшее предложение на флагманские модели. Складной Phantom V Fold с мощной начинкой, экраном 120 Гц, 5 камерами и аккумулятором 5000 мАч и гарантии 36 месяцев. Так это 4 года. Круто. На этот смартфон в топовой комплектации дают скидку 20 тысяч рублей. А на новенький Phantom V Flip 10 тысяч. Его можно купить за 39 990. И речь об официальном сайте компании, а значит смартфоны будут точно новые и на гарантии. Скидки действуют до самого Нового года, 31 декабря включительно, но, естественно, рекомендуем поторопиться. Все подробности по ссылкам в описании. Продолжаем. Ребяшки, спасибо, что посмотрели, специальная ссылка внизу. Чайку вот попили, 10 минут до отправления. Мы купили билет на самую недорогую электричку Китая. Слушайте. И вот это вот самая дешевая электричка в Китае. Ни разу не видели какую-то вот прям электричку, ну как у нас.
Третий вагон 02А и 02Б. Опа! Приятно. Наши вот места. Слушай, офигенный вид. Окей? Окей, ребятки, сейчас поедем. Ну, вид мне классно нравится. Мне вообще удачные места всегда выбираю. Поехали. 30 минут пути. Но это не электричка, конечно же, это не электричка. Я думаю, в каких-нибудь там отдаленных районах прям есть трушные электрички. Kickback. Lovely stuff. Проводница идет. Красная стрела стайл вообще. Короче, это все-таки скоростной поезд. 30 минут. Сколько там расстояние? 140 километров. 140 километров за 30 минут? 300 получается поедет. Значит, вот туалет. Туалетов 2. Это обычный туалет. А также, то есть классика, мы вам показывали уже. И китайская классика. Тут что? О, это бизнес-класс, кстати, смотри. Что самое смешное, он стоил на 300 рублей дороже. На 300. 900 рублей он стоил. Это места 2 по 2 и кресло шире и удобнее. Водичка, стаканы, холодная и горячая вода. Умывальник есть, раковина вот здесь вот не закрывается никак. Мусорка. Полиция нафиг уберет. Смотрите, как отклоняется кресло. Но при этом, если сидишь тут, ну, все нормально. То есть вот максимум отклоненного кресла, столик, отклоняется сильно. То есть даже можно почти лечь, поспать. Значит, вот наши места. И главный приятный момент вот касательно этих мест, ласточки, знаете, да, которые много ходят, где у нас там 4 часа, 5 часов, какие там сиденья и какие сиденья здесь. Даже в экономе здесь действительно можно ехать долго и комфортно и как-то даже поспать. Более того, есть лайфхак. Кресло опускаем вот до сюда, и у нас образуется вот такое вот место. Идеально для головы. Вообще никакая подушка не нужна. Есть розетка. 2 розетки. Одна европейская, одна китайская и USB. 3 гаджета можно ставить. А кресло поворачивается, кстати, вам педальку покажи. Вот туда вот, вон внизу. Проводницы на станции, в зависимости от того, куда поедет поезд, туда или туда, они разворачивают кресло. Ну и самый-самый приятный момент. 2 момента. Тишина, а также устойчивость этого поезда. 245 он уже идет. Мы шепотом можем говорить, шепотом. И он просто как утюг едет. Никаких вот этих смен путей, вот эти вот туда-сюда. Прям ровно. 288. Ребятушки, 33 секунды спустя зря я хвалил китайский поезд. У меня сломалась седуха. Сколько там проводов? Прям какой-то электрический стул практически. Может, какое-то служебное специальное место? 306. Кайф. Представляешь, электричка Москва-Подольск. 306. Приехал. Было бы клево. Пик. Ребятушки, приехали, 30 минут, 300 км, пик, 140 километров вообще, без проблем. Все взяли? Я даже в туалет не успел сходить, так быстро приехали. А, мы еще не знаем, наш ли это вокзал. Офигеть, вокзалище просто. Ребятушки, посмотрите, какая красота. Это все китайские поезда. Им там поначалу помогали Бомбардье и Siemens, кажется. Но сейчас это поезда полностью китайские. Их производство, многие технологии их собственные. Hello? English? Не что? A little? Information trains. Where? Train information, tickets. For 2. Ну, давай попробуем. Окей? Starbucks на китайском, смотри. Ура, оно. Нам бы только спросить, как говорится. This station to Shanghai. Что и требовалось доказать, не тот вокзал, чувак, поехали быстрее. Это Бейджин Саус, оказывается, а у нас Централ. Час 30, фух. Шансы хорошие. Просто сейчас самое пробочное время, 6:25. Можем, конечно, рискнуть на метро, но там опять какой-нибудь переход, заход, выход. Ну, вроде недалеко по карте. Надеюсь. Так а что тут, такси-то не ездит, мне кажется. Это привоз людей. Там его остановить попробовать. Нелегальное место посадки. Anyhow. Окей.
Ребятки, 20 минут спустя таксист привез нас на второй не тот вокзал. Я ему картинку показал. Да, а так лучше. Картинку показал, где нарисовано китайским, написано название вокзала. Он нас привез на северный вокзал. Есть центральный, мы были на южном, он нас на северный привез. А вот теперь мы конкретно можем опоздать. Кажется, это оно. Окей, сиси. Почему в Китае в каждом городе так много вокзалов? Beijing Railway Station, там то же самое была надпись. И куда он нас вез, тоже было написано Beijing, не South, не North, а просто Railway Station. Красивый вокзал. Надо еще дошик купить в поезд. Не быстрый там, дядечка, не быстрый. Нихао. О, сиси. То пока все неплохо. Ура! Наш поезд Т-109, вот он, 20:03. Какой вокзал, глянь. Слушай, у меня батарейка садится, 5% осталось. Ребят, сейчас аккумуляторы поменяем, высаживаются очень быстро. 55 секунд и продолжим. Ребятушки, многие из нас в новогодние праздники поедут путешествовать на поезде. И чтобы, как говорится, не скучать на верхней полке, вот вам полезный совет. Контентная платформа Дзен. Красота, гейминг, еда, путешествия, гаджеты и технологии – все это и не только это есть на Дзене. Причем здесь сразу все знакомые форматы. Длинные видео, короткие вертикальные ролики, посты и статьи. Кстати, вот наше любимое. Большое тебе спасибо за это. Так, грамм на 400-500. Ну и, ребятушки, приятно напомнить, что у нас тоже есть свой канал в Дзене. Приветствуем вас на Кольском полуострове, берег Баренцева моря. Откройте свою вселенную интересов в Дзене, в дорогу и не только. Рекомендуем. И продолжаем. Ребятушки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Ты понял, да, что я тебе хочу показать? Та-дам! Мы на месте. 说或者全额退票，只要西额。 Столько знакомых запахов. Огурцами пахнет, дошираком, носками. Вот приглашают перекусить. Орешки вот всякие. Какие цены? Вот на такую вот смесь 12,80. Макароны вот есть готовые по 12,90. Фига, я тут очередь создал со своим кэшем. Вообще кэш в Китае это уже такое, люди смотрят типа, а чё, а как? Были в кофейне, там ребята молодые, они на кэш смотрели вот. Он достал, реально там процесс какой-то в голове шел, он сдачу считал. Все привыкли по QR-кодам платить. Для них кэш это вот что-то прям очень редкое. Вот такой нехитрый наборчик обошелся нам 140 юаней. Там 2 бутерброда, 4 йогурта, 2 шоколадки и 4 бутылки воды. Все какими-то с баулами, с чемоданами, посмотри, все с кучей сумок. Что-то много народу. Я думал, что там немного будет людей, а тут прям битком, видимо. Только бы никто там не храпел ночью, так хочется поспать. Окей, что, тебе весело уже? Что ты посмеиваешься идешь? А, прикол, тут даже эскалатора нет. Ни лифта, вообще ничего, просто лестница. А вот чувак с сумками не знает, что делать. А там 3 полки или 2? Ну ладно, 3 полки? Вау, реально, 3-полочный плацкарт, клево. У нас 2. Паровозик старенький. Какая-то сегодня нам открывается параллельная китайская реальность. А то эти все скоростные поезда, электромобили, вот тебе, пожалуйста. А что, купе? Блин, купе-то поприкольней. Купе. Я тебе что скажу. После индийского поезда просто почти любой поезд это люкс-вагон. Вот почти любой. Can we go in? Oh, yes, In. please. Yes, thank you. Ё-моё. Nice. Many people, right? Окей, все. Ну что, ты готов? Видал, какая система? Боковых полок нет? Здрасте вам. Нихао. Нихао. Так, 7-е у нас какой-то. 7А, 7Б. О, чувак, мы поедем здесь, походу. Тут уже бутылка чья-то валяется. Подожди, 7А, 7Б. Спальное место номер 7. А, ну вот, значит, это и это. Окей? Верхняя. Вот. Да ладно, слушай, у нас вот эти полки, у нас самые верхние полки. А вот наш сосед, собственно, вот сидит. Блин, знаешь, насколько неудобно. Вот как бы люди заняли единственное вот еще одно место. Но как-то вот тут тоже сидишь. Ну а что, с книжкой так 15 часов прокатиться. Но единственное, у нас там окна даже не видно.
А, видишь, наверху лежишь, смотреть-то некуда. О, поехали, ребятушки. Могли доехать за 4,5 часа, а будем ехать 15 часов. Но прямо сейчас это самый дешевый способ добраться из Пекина до Шанхая. Итак, какая система? Система очень узко. Полка обнаружилась наверху, вот там вот, то есть чемоданы мы закинули туда. Если вы едете здесь, как бы снизу, ну да, наверное, наверх не очень убирать, а у нас наверху, сейчас увидите. Ё-моё, вот это высота! А вот такое местечко. Вот, это верхняя полка. Здесь у нас чемодан, кроссовки, тут уже мусора куча валяется, никто ничего не убирал. И рюкзачки. Длина нормально, тут где-то 1,90 м. Даже если вы 2 метра, что такое? Провожающий, выйти из вагона, очень душно. Внизу, мне кажется, как-то попрохладнее было, посвежее, здесь прям как-то душно. И тут не посидеть, видишь, даже никак. Тут, то есть, всю дорогу вот 15 часов лежать, как тюлень. Так. Блин, если вот с вещами спускаться, это прям надо быть эквилибристом. Ну, то есть, человек в возрасте, ему там 3-я полка противопоказана, а по незнанию можно и купить. О, вообще неплохая там еда какая-то была. Яичко и рис. Пойдем. О, красота. В Индии было хуже, но не намного. Ну что-то совсем как-то бедненько. Блин, я не понимаю просто почему. А, кстати, заметь, обычного туалета нет, только такие. Зато вдвоем можно умываться. Вот пошел процесс, пошел. С трудом. Начинается что-то богатое. Купешечка, смотрите. Стандартные полки, снизу, сверху, столик, мусорное ведро есть. И багажик вот там наверх убирается или под... А, нифига, что это такое-то? Смотри, какой-то там ящик выдвижной, интересно. Ого, тут вообще люксово. Тут даже шторки висят, занавесочки какие-то. Постой, понюхай, стой, ты постой. Я тебе скажу, что вот это стоило на 1000 рублей дороже. Как тут свежо, хорошо, да? Ну тут прям кайфово ехать. Вот это, ну как бы, это наше стандартное купе. Замок он какой, смотри. О, зеркало. Но стеклопакет, индивидуальный свет. Розетка есть? Розетки нет, но обогреватель греет сильно. О, тут тройные раковины. О, унитаз. Видал? Один унитаз на весь поезд. В ресторане никого нет, чувак, ура! Красота! Посмотри, вот где мы сегодня поедем. Нихао. Меню? Я, меню. Девчонки, веселушки. Ага. Only this? Yeah, 40. 30. Ребятушка, посмотрите. 30 юаней. Вот за такое. Супчик, курочка, какой-то салат. Это я не знаю, что такое. Рис и 2 яичка. Единственный вариант. Больше никаких вариантов. Ни меню, ничего нет. Или такое, или больше ничего нет. Даже чая нет, представляете? Ну, ребятушки, немножко не доели. Рис был вкусный, остальное такой специфичный очень. Сиси. Опа! А что, курить что ли можно? Нифига себе, смотри, реально смокинг area. О! Почему у нас таких полок нет? И тут смотри, некуда вещи убрать здесь. А у нас есть куда. Да, ну вот сюда. Ну блин, у нас удобнее. Столько нюансов. Обалдеть. Лестница здесь вот так сделана. Опа, сколько семок. Так, это как у нас. Что-то какая-то торговля идет. Торговля. Прикинь, ты лег спать, а кто ест дошираки, музыку слушает на все. Опа! Тут какая-то ситуация произошла. Воду кто-то оставил, он, смотри, натекло. Все затопило нафиг. О, тут вообще какие-то клубы дыма. Ебашки, вообще дышать нечем. Потом тазик свой моет. Какой-то бесконечный поезд, чувак. Он просто идет и идет. Ай! Чувак пнул меня пяткой своей. А вот и оно! Так, что, как это работает? Да ладно? Серьезно? До Шанхая ехать 15 часов вот так? Прикинь. Это тяжеловато. Нет, самые жесткие места это вот. Сейф, стол, ведро и сидуха. Что там? Он присидел на самом 3-й полке.
Веселая бабушка. Вон чувак, смотри. Сидит на все купе, музыку слушает. Элегантно. Это ресторан, смотри. Я думаю, девчонки обиделись, что мы ничего не съели. Вот наша еда еще стоит до сих пор. Вот мы вообще ничего не съели. Суп так себе. Рис нормальный. Это, кажется, картоха. А это вообще мы что-то не поняли. Какое-то странное все было. Господа, все в ТикТоке сидят. О, наш вагон, я же чувствую, это наш вагон. Зато у нас цветы висят в туалете. Романтик. Это наши? Наши. Ой, розетки есть. Розетку нашел. Девочки, будем отдыхать. Люди спят, мы как-то вот. Если что-то будет интересное. Чувак, он храпит. Смотри, девочки, если что-то будет интересное, еще с GoPro расскажем. Увидимся. Да, грохочет иногда прям. Идет, кстати, хорошо, плавно. Но вот грохочет, бывает ого-го. Подсаживаются? 2 minutes, yes? Yes. Опа! В Китае есть ночной поезд с сиденьями друг напротив друга. Народ спит. У нас где-то 8 остановок, из них 6 по 2 минуты. Четко, чик-чик-чик-чик, зашли, вышли, все, дальше поехали. И вот стоит поезд, вот. Видите, вот этот. 4,5 часа. Мы бы уже полпути проехали на скоростном, а на нашем поезде мы еще 1/10 еле прокочегарили. Две минуты. Едем дальше. Пирожок. Самое тусовое местечко. Hello? Hi. Can we take a picture? Такая у нас тусовочка. This is your camera? Yeah. Nice. Which one? Lumix. Oh, beautiful. Nice. Why do you travel by train? Not a speed train, not by airplane. Cheap. It's cheap. Yeah. We sleep at night and Yeah. we get here and we could talk to some different people. Yes, right. Yes. What is your name? Carrie. Carrie. Yes. Very nice to meet you. Okay. Yeah. Nice Yeah. to meet you. Ребятки, 22:37. Китайцы как по линеечке. 22:00. Проводник выключил свет. Зашторил все окна в коридоре. Китайцы все так. Тишина. Ни запаха доширака, ни тиктоков, ничего. Только храп. Как в пионерлагере. Вообще, как это так? Даже в туалете никого нет. Все, смотри, спят. Красотища. Так. Пора умываться и спать. Хотел вам показать сейчас лучший интерфейс. Заходим в туалет. Ну тут сорян, так себе видок. Значит, заходим. Дверь обычно закрываем. И что мы видим на двери? Пау. Картиночка для телефона.
Ой, ребяшки, нихао, как говорится. Во-первых, поезд едет прям, ну вообще прям, как он так едет мягко, я вот понятия не имею. Ни одного рывка, ну там прям 2-3 какие-то были там, когда поезд трогался или тормозил на станции. Но он так плавно идет. При всем моем уважении к РЖД две большие разницы. Очень мягко спалось. Но вот классический китайский плацкарт, тиктоки с самого утра, шуршание пакетов, громкие разговоры. Как проснулись, спит кто-то рядом, не спит, пофиг. Вообще, пофиг просто, пофигу. Ехать 50 минут, почти приехали. Кстати, полотенца не дали, салфеток нет, вообще ничего нет, потираться нечем, футболка разве что. И тут, конечно, уже, ну, уж простите за подробности, но... Так себе. Это странно, честно говоря, стоишь, умываешься, а люди с чемоданами стоят. Короче, люди с чемоданами стоят и смотрят на тебя, как ты умываешься. А двери-то нет в туалете, вот ты стоишь там. Ну, а в ТикТоке вот все утро вот так. Ой, ты как? Ты что, помятый какой-то? Помялся на третий комнате. Помялся. Много звуков. Много? Включить? Вот так вот всю дорогу, Очень громко, очень громко. 40 минут до прибытия. Ребяшки, по красоте, Шанхай, приехали. 15 часов. Могли за 4,5 доехать. Зато очень спокойно было в этом поезде. Выходим. Шанхай, приехали. Окей? Бай-бай. Си-си. Ура! Наконец-то свежо и прохладно. Но, правда, в поезде было душно. Теперь важная информация о стоимости и важная информация, почему вообще такой формат есть. Как вы помните, у нас есть скоростной поезд, который 4,5 часа Пекин-Шанхай. Он стоит в пересчете на рубли около 15 тысяч рублей за эконом. А бизнес-класс и первый класс там стоят 30-40, вот что-то вот такое. Есть авиалинии разные, причем эконом-класс, есть всякие лоукостеры. Средняя стоимость 10-15 тысяч. Наш паровозик, вот этот вот вагон, стоит, я там с ценой немножко вначале ошибся, плацкарт нам обошелся, мы покупали впритык, заранее, наверное, еще дешевле, короче, стоимость 4150 рублей. За плацкарт 15 часов, 140 км в час, Пекин-Шанхай. Купе стоило 6300, а жесткий вагон, вот тот самый, который мы, честно говоря, вам не рекомендуем, 2261 рубль 13 копеек. Естественно, эти поезда будут улучшаться, они будут заменяться на те самые крутые плацкарты, на которых мы уже ездили, но всему свое время. А пока что 3000 рублей 4. Шанхай, Пекин, Пекин, Шанхай в одну сторону, ночной поезд 15 часов. Китайский плацкарт. Ждем ваш комментарий, увидимся. Пока.